Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы, подписчицы и зрительницы канала. Меня зовут Елена Ермина. Я рада пригласить вас на второй канал, который называется Елена Ермина Бьюти, канал для женщин. Все ссылочки на мои каналы по вязанию и канал для женщин я оставлю в описании под этим видео и во всплывающей подсказке. Проходите по ссылочкам и подписывайтесь на мои каналы. И включите обязательно колокольчик на все виды оповещения. На просторах интернета я нашла замечательную модель кофточки, топа, который вяжется крючком. Фото, к сожалению, не очень удачное, и можно плохо рассмотреть узор кофточки. Ну ничего страшного, мы сейчас с вами свяжем очень-очень интересный узор. Вяжется он просто, быстро и состоит всего лишь из 2 рядов. Судя по схеме, узор должен быть интересный, красивый и универсальный. Также данным узором можно связать красивый жакет, кардиган, жилет, палантин, кофточку, топ и так далее. Очень-очень распространенный узор и подойдет для многих видов изделия. Все схемы для вязания данной модели кофточки я расположила в конце этого видео. Вы можете досмотреть видео до конца и сделать скриншот с экрана и распечатать необходимые материалы для вязания. Это схемы, выкройка. Также вы найдете в конце видео узор, каким образом можно обвязать вырез горловины и низ кофточки. Для вязания образца узора я выбрала пряжу Семеновская, крестьянка, Village. Это летняя серия. 430 метров в 100 граммах. И очень интересный состав у пряжи. 34% хлопок, 33% лен и 33% вискоза. Крючок, спицы. Производитель рекомендует 2-2,5. Цвет пряжи 968, светлая фиалка. Пряжу я заказывала в интернет-магазине Пряжа Су. Ссылочку на пряжу и на интернет-магазин, также свой промокод на скидку 5% я оставлю в описании под этим видео. Если вас заинтересовала пряжа, то вы можете ее заказать в интернет-магазине Пряжа Су и воспользоваться моим промокодом. Максимальная скидка в интернет-магазине 10%. Доставка заказов в интернет-магазине Пряжа Су по России, Республика Беларусь, в Киргизию, Казахстан. И вы выбираете любой способ оплаты и способ доставки. Крючок для вязания у меня номер 2, Clover Soft Touch. Это мой любимый крючок, я уже вяжу им давно. Вязать будем вот по этой схеме. Схему я, как всегда, прикреплю в конце видео. Свяжем мы в ширину с вами 2 раппорта. Узор состоит всего лишь из 2 рядов. Раппорт состоит из 11 петель. И набираем мы с вами для образца 34 воздушных петельки. Набрала цепочку из 34 воздушных петелек, всегда набираю на 1-2 петельки побольше. 1 воздушная петелька подъема. И во вторую петельку цепочки от конца провязываем 1 столбик без накида. Приступаем к вязанию первого раппорта. Начало раппорта. 2 воздушных петельки, накид на крючок. Далее мы пропускаем с вами 2 петельки цепочки 1, 2. В третью петельку цепочки провязываю 1 столбик с 1 накидом. В следующую петельку цепочки провязываем 2 столбик с 1 накидом. 2 воздушных петельки, пропускаю 2 петельки цепочки 1, 2. В третью петельку я буду вязать 1 столбик без накида. Можно связать 1 полустолбик с 1 накидом. Я буду вязать вот этот ряд, состоящий из столбиков с 1 накидом и без накида. Далее вяжем еще 4 столбика без накида в каждую петельку цепочки. Всего должно быть 5. Так, провязал 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида. 2 воздушных петельки,
Мы с вами связали один раппорт, и давайте посмотрим, где у нас начинается раппорт. Раппорт начинается у нас от двух воздушных петелек. Цепочка идет, это начало раппорта, и заканчивается раппорт пятым столбиком без накида. Давайте проверим. Здесь у нас должно быть 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 петелька — это пятый столбик без накида. А начало раппорта — это вот первая петелька цепочки. Начало и окончание раппорта. Вот этот отрезок — это основа одного раппорта. Сейчас мы с вами приступаем к вязанию второго раппорта. Второй раппорт начинается опять с двух воздушных петелек, цепочка. Далее мы пропускаем с вами 1, 2, 2 петельки цепочки. В третью петельку вяжем один столбик с одним накидом. В четвертую петельку вяжем второй столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Пропускаю 1, 2. В третью петельку цепочки мы вяжем один столбик без накида. Далее мы вяжем еще 4 столбика без накида. Продолжаю счет: второй столбик, третий столбик без накида, четвертый и пятый столбик без накида. Все, связали с вами второй раппорт. Второй раппорт у нас также начинается с воздушной петельки. То есть 2 воздушных петельки в основу раппорта входит. Давайте я вам покажу. Значит, смотрите, 2 воздушных петельки, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушных петельки и 5 столбиков без накида. Это основа раппорта, 11 петель. Вот отрезок. Это основа уже второго раппорта. Мы будем с вами вязать 2 раппорта в ширину. 2 воздушных петельки, один накид на крючок, пропускаю 1, 2, 2 петельки, в третью петельку провязываем первый столбик с одним накидом. В четвертую петельку провязываю второй столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, пропускаю 1, 2, 2 петельки, в третью петельку вяжем первый столбик без накида. Далее вяжем еще 4 столбика без накида. Продолжаю счет: 1, 2, 3, 4, 5. И вот у меня здесь осталось 2 петельки. Я всегда набираю с запасом на 1-2 петельки. Все, связали мы с вами первый ряд узора. Это у нас узор, то есть узор первого ряда — это не основа раппорта, а переходящий ряд к вязанию основного узора. Сейчас мы с вами приступаем к вязанию основного узора, и у нас будет связан первый ряд раппорта. Раппорт в высоту состоит всего лишь из 2 рядов. Приступаем к вязанию второго ряда по счету, либо к первому ряду раппорта. Набираю цепочку 1, 2, 3. Это 3 петельки подъема плюс еще 2 петельки элемент узора. Цепочка состоит из 5 воздушных петелек. Разворачиваю вязание на другую сторону. И вершину первого столбика без накида провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, пропускаю столбик в следующую петельку, провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, пропускаю столбик и в следующую петельку за обе стенки
За переднюю и заднюю провязываем 1 столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька, в арочку цепочки из 2 петелек провязываем 1 столбик с одним накидом. В следующую арочку цепочки из 2 петелек провязываем 5 столбиков с одним накидом с общим основанием. 1, 2, 3, 4 и 5. Связали 5 столбиков с одним накидом. Получилась вот такая ракушечка. 2 воздушных петельки. В вершину первого столбика без накида предыдущего ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, второй столбик пропускаем, вершину третьего провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, следующий крайний столбик, это по счету у нас 5 столбик без накида, провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, в арочку цепочки из 2 петель провязываем 1 столбик с одним накидом. И давайте посчитаем. У нас должно с вами получиться 1, 2, 3, 4. 4 столбика с одним накидом между столбиками по 1 воздушной петельке. В следующую арочку цепочки из 2 воздушных петелек вяжем ракушечку из 5 столбиков с одним накидом с общим основанием. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушных петельки, вершину первого столбика без накида провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, второй столбик пропускаю, вершину третьего провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, вершину 5 столбика провязываем по счету 3 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, в первую арочку цепочки из 2 петель провязываем по счету 4 столбик с одним накидом. Связали еще один раппорт и заканчиваем вязать ряд. В арочку цепочки из 2 петель мы вяжем с вами 4 столбика с одним накидом. 1, вот здесь 2, 3, 4 столбик с одним накидом. И вершину столбика без накида мы провязываем 1 столбик с одним накидом для того, чтобы выровнять край узора, край образца. Таким образом мы с вами связали первый ряд раппорта, либо второй ряд по счету. Данный узор можно вязать не только по кругу, но также прямыми и обратными рядами. Давайте я сразу же вам покажу, каким образом связать данный ряд по кругу. Вот мы связали с вами 5 столбиков с одним накидом. Распускаем 5 столбик, убираем его. И сейчас мы должны соединить в кольцо образец. Замыкаем в круг и присоединяемся. Отсчитываем 1, 2, 3. В третью петельку подъема провязываю 1 соединительный полустолбик без накида. Вот следующим образом прокалываю крючок, захватываю рабочую нить, вывожу ее на себя и сразу же провожу через петельку на крючке.
Все, соединили вязание в круг. И давайте посмотрим, что у нас получилось. У нас с вами получилось продолжение вот этого раппорта. То есть узор совпал, раппорты совпали, вязание мы соединили в круг, и можно приступать к вязанию второго ряда либо по лицевой стороне образца, либо по изнаночной, и вязать поворотными рядами, но по кругу, соблюдая принцип вязания узора по кругу. Здесь, естественно, вы соединяете в кольцо, и можно вот таким образом вязать узор по кругу. Здесь у нас получается 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков с одним накидом, 2 воздушных петельки и 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. А мы с вами будем продолжать вязать данный узор прямыми и обратными рядами. Приступаем к вязанию третьего ряда по счету, либо второго ряда раппорта. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек, это петельки подъема плюс 2 петельки элемент узора. Всего цепочка из 5 петель состоит. Разворачиваем вязание на другую сторону. И все у нас нечетные ряды вяжутся по лицевой стороне, а четные по изнаночной. Вершину первого столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Второй столбик пропускаю, вершину третьего провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Вершину пятого столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Далее между первым и вторым столбиком, там где у нас была связана 1 воздушная петелька, в основании провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 накид на крючок, и в арочку цепочки из 2 воздушных петелек вяжем ракушечку. Ракушечка у нас состоит из 5 столбиков с одним накидом. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушных петельки. Вершину первого столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Второй столбик пропускаем, вершину третьего провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Четвертый столбик пропускаем, вершину пятого провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Между первым и вторым столбиком, там где у нас была связана 1 воздушная петелька, провязываем по счету 4 столбик с одним накидом. И сразу же приступаем к вязанию ракушечки. 1 накид на крючок, и в арочку цепочки из 2 петелек провязываем ракушечку, состоящую из 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Связали 5 столбиков с одним накидом, 2 воздушных петельки. Вершину первого столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Второй столбик пропускаю, вершину третьего провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Вершину пятого столбика провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Между первым и вторым вершину, там где у нас была связана 1 воздушная петелька, провязываем 4 по счету столбик с одним накидом, 1 накид на крючок, и заканчиваем вязать ряд. Провязываю ракушечку из 5 столбиков с одним накидом. 3, 4, 5. Все, связали с вами второй ряд.
до конца. Хочу вам поближе показать. Второй ряд у нас раппорта, либо третий ряд по счету. Вот этот первый ряд, мы его не берем в расчет. Сейчас мы будем с вами повторять раппорт со второго по третий ряд включительно. Все время его повторяете. Я сейчас буду вязать по счету четвертый ряд и покажу вам, каким образом перейти к вязанию второго раппорта в высоту. Вяжем четвертый ряд узора, либо первый ряд второго раппорта. Мы его вяжем по принципу вязания вот этого второго ряда. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Пропускаю столбик, вершину третьего столбика провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Вершину пятого столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из одной петельки воздушной провязываем по счету 4 столбик с одним накидом. Связали 1, 2, 3, 4 столбика. Сразу же приступаем к вязанию ракушечки. В арочку цепочки из 2 петель вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушных петельки. Вершину первого столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Вершину третьего столбика провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Вершину пятого столбика провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. И между первым и вторым столбиком следующего раппорта провязываем 1 столбик с одним накидом, накид на крючок, и переходим к вязанию ракушечки. Ракушечка состоит из 5 столбиков с одним накидом. Все 5 столбиков мы вяжем в арочку цепочки из 2 петелек. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков с одним накидом, 2 воздушных петельки. В вершину первого столбика мы вяжем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В вершину третьего столбика мы вяжем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В вершину пятого столбика мы вяжем по счету 3 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Между первым и вторым столбиком в арочку цепочки из одной петельки вяжем по счету 4 столбик с одним накидом. И заканчиваем вязать ряд. Провязываем ракушечку из 5 столбиков с одним накидом. Все, связали мы с вами. Это у нас по счету 1, 2, 3, 4, 4 ряд, либо первый ряд второго раппорта. Сейчас вы, чтобы продолжить вязание, перематывайте видео на начало вязания третьего ряда и продолжайте вязать, получается, с 4 ряда и 3. Все время повторяйте 4, 3, 4, 3. Всего лишь 2 ряда входит в основу раппорта. Вот такой вот замечательный узор у нас получается. И сейчас я продолжу вязать за кадром и покажу вам, что у меня получилось, чтобы мы смогли с вами поближе рассмотреть узор
Девочки, связала я 9 рядов узора. И хочу вам показать. Вот это лицевая сторона образца и изнаночная сторона. Давайте поближе я вам еще покажу. Вот таким образом смотрится узор. Вязали мы его прямыми и обратными рядами. Также этот узор будет еще лучше смотреться, если вы его свяжете по кругу. Раппорт состоит из 11 петель в ширину и 2 рядов в высоту, которые все время повторяются. Очень-очень просто и легко запомнить узор, и даже его можно вязать без использования схемы. Мы связали с вами полных 2 раппорта. Одна ажурная мережка и вторая. Это у нас 2 раппорта. Давайте еще раз расскажу вам, каким образом продолжить вязать. Значит, смотрите, раппорт состоит из 11 петель. Еще раз давайте рассмотрим. Начало раппорта у нас 2 воздушных петельки и заканчивается 5-м столбиком без накида. Это основа одного раппорта. Также вот здесь это у нас 2-й раппорт. И узор вы повторяете. Вот этот первый ряд, он не входит в основу раппорта, в высоту, а начало раппорта начинается со 2-го ряда по 3-й ряд включительно. Со 2 по 3 ряд идет повторение раппорта. Мы с вами связали вместе 4 ряда, то есть вы можете связать вместе со мной 4-й ряд по принципу вязания 2-го ряда, 5-й ряд по принципу вязания 3-го ряда и так далее. То есть 4-й вяжется как 2-й, 5-й как 3-й и так далее. Данный узор подойдет для вязания кофточек, топов, жилетов, кардиганов, жакетов, кофточек, пуловеров, джемпер. Можно связать красивый палантин, снуд, шапочку. Область и спектр применения узора весьма разнообразный. Я думаю, узор вам должен обязательно понравиться, и вы возьмете себе его в копилочку, и, может быть, что-нибудь да когда-нибудь досвяжете. Даже можно попробовать связать данным узором кардиган. Я думаю, неплохо получится. И также со своей стороны хочу порекомендовать вам пряжу. Пряжа крестьянка от Семеновской фабрики. Она прекрасно вяжется, очень мягкая. И узоры, смотрите, какие эффектные, красивые узоры получаются из пряжи Village. И по тактильным ощущениям она мягкая, не очень тонкая и не очень толстая. Прекрасно подойдет для вязания летних вещей. Данную пряжу я заказывала в интернет-магазине пряжи Сум. Ссылочку на пряжу я оставлю в описании под этим видео. Проходите, смотрите, выбирайте пряжу и обязательно воспользуйтесь моим промокодом на скидку. Размер скидки 5% для того, чтобы уменьшить сумму вашего заказа. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Я с вами не прощаюсь. Встречаемся с вами завтра на моем канале. Заходите каждый день в гости. Я практически каждый день снимаю для вас обучающие видеоуроки, мастер-классы по вязанию крючком и спицами. С вами была Елена Ермина. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.